Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как ухаживать за кожей салона. Правда, стоит отметить, что у меня кожа не полная и, в общем-то, самостоятельно установленная. То есть это кожаный руль, кожаная переключалка, кожаных сидений у меня нет. Использую всю свою сознательную жизнь, когда приходилось иметь дело с кожей, вот такой замечательный препарат Turtle Wax Кожа Люкс. То есть он предназначен для использования на чистой коже, для кожзамов, так называемой японской кожи в том числе, он не предназначен, но опыт использования его позволяет сделать вывод о том, что и для псевдокожи он тоже полностью подходит, по крайней мере он ее не портит. Я использовал вот этот препарат 4 года на европейских чисто кожаных сидений. Там, естественно, результат был отличный. Но после этого 5 лет я использовал данный препарат на японской коже, японских сиденьях от первого самого экстрейл в кузове, если я правильно помню, Т-30. Вот на этих кожаных сиденьях я препарат использовал 5 лет. С материалом все отлично, он служит новому хозяину и по сей день. Вот, поэтому все-таки для японской кожи и настоящей европейской кожи я бы рекомендовал этот препарат. Сейчас мы наклеим для сравнения, для понимания, да, как работает препарат, как это все выглядит, стоит ли это делать для контраста. Я наклею вот сюда малярный скотч и на половину руля тоже. Условно пополам был нанесен скотч. Теперь мы, значит, левые части обработаем, правые оставим как они есть. Для этого препарат нужно хорошенько взболтать, открыть. Он, кстати, представляет из себя вот такой вот желтый крем. Далее берем любую тряпку, можно губку. Вот так вот это все дело сдабриваем и начинаем наносить. Препарат наносится очень легко. Все, теперь руль. Так, прошли у нас сутки. Вот даже видно, что мы сменили локацию. Сильно контрастно у нас сменилась погода. Не знаю, насколько удастся разглядеть, вернее, все это продемонстрировать во всей красе при таком освещении. Ну, я попробую. Итак, смотрим. Вот эта часть у нас обработанная со вчерашнего дня. Вот эта часть не обработанная. То есть видно, что вот это более глянцевая, более черная, более насыщенная. На солнце, конечно, контраст гораздо больше. То есть вот часть у нас не обработана и часть обработана. То есть я надеюсь, что разница хорошо видна и при таком освещении. Итак, руль. Вот у нас середина. То есть обработанная часть и необработанная часть. Я надеюсь, что при таком освещении вам удается увидеть разницу. То есть вот обработанная, то есть у всех поверхностей блеск. Такая более детальная, более глубокая, более насыщенная фактура. Вот, а здесь все как и было. То есть гораздо меньше блеска. И не такой насыщенный темный цвет. Вот, смотрим здесь. И смотрим здесь. Здесь промазал полностью руль и рукоятку АКПП.
То есть с момента последней съемки прошло у нас 8 часов. То есть руль, как вы видели, был наполовину промазан. Теперь я его промазал полностью. Сейчас у нас в том числе сменилось на улице освещение. Теперь видно весь блеск руля. То есть он выглядит немного жирноватым. Ну, на ощупь, правда, тоже местами чуть-чуть. Вот. Прошло 8 часов. Полностью все промазано. Вот такой шикарный блеск. Вот такая фактура. Поэтому всем рекомендую ухаживать за кожей. И самое главное, что хотел сказать, никогда, это говорю вам не только я, а люди, работающие с кожей, не протирайте кожу и псевдокожу подобными салфетками. Эти салфетки, особенно при наличии на коже каких-либо повреждений, ну то есть вот, например, вот как здесь, как вот здесь, где-то у меня вот сбоку руля были повреждения. Вот, они просто начнут у вас в районе вот этих вот повреждений просто снимать верхний слой кожи безбожно. Даже если вы не будете прилагать особых усилий, протирая руль. Ну, либо сиденье, либо рукоятку, еще что-то. Уж лучше просто влажной тряпкой пройтись, чем использовать вот подобные салфетки. Это говорит уже не один человек, работающий с кожей, поэтому не портите свои кожаные аксессуары в автомобиле. В крайнем случае вода. Но лучше, конечно, вот такие средства, как я вам продемонстрировал в начале ролика, тем более благодаря глицерину и прочим входящим в состав компонентам вы видите, какой шикарный блеск. Всем спасибо, что смотрели. Берегите свои автомобили. Всем удачи!